привет, друзья! Я приветствую вас на канале Будь Мужиком, и сегодня у нас будет необычный эксперимент. Сегодня мы с вами будем выяснять, что же у нас находится внутри шарового крана. Казалось бы, все просто. Внутри шарового крана у нас что есть? Собственно, сам корпус крана, внутри вроде как пластиковая втулка, шар, который крутится, и шток, который в этот шар вставлен. В принципе, все просто. Но на самом деле все далеко не так, как нам рассказывают. Там не просто пластиковая втулка, а их две. Не просто шток, а шток, который либо крепится туда, либо оттуда вынимается. В зависимости от разных конструкций кранов, штоки также бывают разные. И сегодня мы будем это все дело пилить его будем. И что ж, переходим к просмотру. Сначала я решил этот кран распилить и посмотреть, что же там находится внутри. Насколько мы знаем, наверху у нас, где вращается барашек, у нас обычно находится какой-нибудь сальник. И в хороших шаровых кранах, которые стоят немножечко дороже на какой-нибудь порядок, чем его конкуренты, эти сальники в принципе разбираются и их можно менять. Сальник представляет собой обычное резиновое колечко, как используется во всех в принципе водопроводных системах. Это колечко снимается, ставится новое колечко, обратно туда ставится, зажимается, хлоп-хлоп, тяп-ляп и готово. И кран у вас снова не течет. Кран, представленный на видео, у нас уже побывал в одном нашем сюжете. В этом сюжете, на этом кране как раз была утечка. А утечка была именно в том месте, где находится сальник. То есть это говорит как раз о том у нас, что сальник вышел из строя. И если сальник у нас вышел из строя, ужался до неимоверных просто размеров, это либо надо менять кран, либо надо менять сальник. Я просто решил его распилить для того, чтобы специально для вас выяснить, что же находится внутри. Итак, открываем наш кран и смотрим, что же там внутри. Итак, ребята, мы видим, что наш с вами шаровый кран состоит из самого шара. В этом шаре вставлен специальный шток. Этот шток вставляется в кран и, собственно, вращая этот шток, мы вращаем и сам шар. И таким образом происходит наше перекрытие, либо открытие нашего газового крана. А на самом штоке у нас находится и сам сальник. То есть вот эти вот две резиночки, которые вы видите черненькие, они со временем могут перетереться и выйти из строя. И, соответственно, для того, чтобы не было такой утечки газа, как у нас было с вами на видюшке, я показывал вам немножечко ранее, нам нужно эти резиночки заменить. Однако в этой конструкции шарового крана придется этот шаровый кран полностью разбирать, снимать, раскручивать его, после этого вынимать шток. Шток отсюда в принципе тоже можно высмыкнуть, но сделать это довольно-таки непросто, потому что в этой конструкции шаровых кранов нету кран-букса. А дорогие шаровые краны можно даже не снимать для того, чтобы их починить. То есть просто достаточно кран в уже установленном положении раскрутить, снять его кран-буксу и прямо вот в установленном виде, ничего не делая, буквально только заменив резиночку, закрутить все обратно, и все получается намного проще. Ну а в этой же конструкции крана приходится его снимать, раскручивать, разбирать сгон и менять наши уплотнители. Однако металл в нем достаточно толстый и хороший. Этот кран в принципе прослужил довольно длительный срок, но я думаю, что он отработал более 5 лет, и это при том, что крутили этот кран довольно-таки часто. И как раз вот причина частого вращения этого крана и послужила тем, что там образовалась утечка. То есть наша резиночка постоянно терлась в этом сальнике, со временем она ужалась и стала пропускать газ. Как вы видите по бокам, что в одной нашей части крана, что в другой части крана, есть два уплотнителя. Оба эти уплотнителя сделаны из какого-то там пластика, по которому очень хорошо скользит наш шар. Шар капитально отполирован, сделан в принципе из качественного металла, и сам по себе он проворачивается в этих двух втулочках, и таким образом он не пропускает либо воду, либо газ, смотря на что его поставишь. В принципе, есть краны шаровые, что газовые, что водяные, но конструкция у них в принципе одинаковая. У нас как ставят газовые краны на воду, так и водяные краны на газ, и ничего абсолютно не происходит. Единственное, что в чем плохо, допустим, шаровые краны на воде, потому что они, в некоторых случаях, кстати, на газе, потому что они несколько сужают диаметр, они не полнопроходные. Для того, чтобы кран был полнопроходной, там ставится специальная фланцевая задвижка, тогда у вас проток будет полный. Но шаровые краны, в принципе, они практически все не полнопроходные, то есть полупроходные считаются. Причину, почему там была утечка газа, мы в принципе тоже определили. И в данном случае, если это кран газовый, то если мы его не крутим, соответственно, мы ему сальник
не мучаем. И, соответственно, чем реже мы его будем проворачивать, тем дольше прослужит сальник. Но чем реже мы будем проворачивать любой шаровый кран или любую запорную арматуру, тем больше вероятность того, что эта запорная арматура попросту в данном положении и останется. Оно просто со временем прикисает, и потом вы этот кран буквально вот не сможете провернуть. Причем прирасти оно может настолько сильно, что потом при попытке провернуть кран вы можете просто либо переломить сам кран, либо переломить барашек. Ну, в общем, крутить его надо минимум, ну хотя бы там раз в полгода просто проворачивать, открыть-закрыть. Но если делать это чаще, то, конечно же, ваш сальник очень быстро выйдет из строя. Так что я надеюсь, что видео было для вас полезным. Если это так, ставьте лайки. Если не полезным, то ставьте дизлайки. Пишите мне комментарии внизу, что вы об этом всем думаете. Всем пока и до новых встреч.